Друзья, всем привет! С вами Олег и канал StableDiff. Сегодня познакомитесь с новой мультимодальной моделью Flux Context, которая позволяет делать сложные манипуляции с изображениями, для которых раньше требовались очень сложные схемы в ConfUI. Мы будем знакомиться с этой моделью на Forge. Да, Forge поддерживает эту модель на данный момент, и возможности Forge, конечно же, очень сильно расширились. И сегодня мы решим следующие задачи с помощью этой модели. Мы восстановим старую фотографию, удалим водяные знаки с фотографии, удалим всех людей с изображения, удалим людей на портретной фотографии с фона, удалим какой-нибудь любой объект с изображения, заменим фон и интегрируем персонажа на новый фон, переоденем персонажа в другую одежду, извлекем одежду с персонажа на белый фон. Такого мы раньше еще никогда не делали. Раскрасим рисунок, колоризируем фотографию, состарим фотографию, стилизуем фото под стиль Cinematic, стилизуем фото под стиль аниме, стилизуем фото под детский рисунок. Таким образом вы сможете стилизовать подо что угодно, просто вписывайте там нужный стиль. Заменим объект на другой объект по подсказке и перенесем объект с одного изображения на другое изображение. Я вам сейчас продиктовал 16 задач, которые мы сегодня решим. И вы можете посмотреть на это видео, какое оно по длительности, и удивитесь, 16 задач, вот эти вот сложные, мы решим очень быстро. Давайте теперь немножко теории познакомимся с моделью Flux Context. Это новая мультимодальная модель от компании Black Forest Labs, которая объединяет возможности генерации и редактирования изображений. Редактировать изображение можно целиком или участками. И все это исключительно только за счет подсказок. Да, подсказка становится очень актуальной, и эта модель в основном требует знания подсказок, то есть каким образом их нужно вписать, чтобы получить максимальное качество и максимальный результат. Интересна эта модель тем, что она может держать лица и композицию, и это открывает достаточно большие возможности в редактировании изображений, которые ранее были очень сложно реализуемые. Лица действительно держит хорошо, соответственно, мы можем восстановить какую-то фотографию и не потерять сходство с исходным изображением, или сделать консистентного персонажа, скажем, его поместить в какую-то другую сцену и, опять же, не потерять лицо и одежду, в которой этот персонаж был одет, если мы это, конечно, все правильно пропишем в промпте. Модель поддерживает популярные веб-интерфейсы Forge и ConfUI. Для Forge это вообще очень мощнейшее обновление, которое делает этот веб-интерфейс снова очень привлекательным с учетом его аккуратной работы с видеопамятью. Сегодня мы будем работать в Forge, но про ConfUI я сниму обязательно ролик. Там возможностей еще гораздо больше, потому что там есть поддержка Redux и Pool ID. Это все можно смешивать, получать вообще чумовые результаты. Возможностей там значительно больше получается. Но и Forge достаточно интересно. Раньше этого сделать в Forge, вот то, что я сейчас вам буду показывать, невозможно было. Друзья, если вы хотите научиться пользоваться веб-интерфейсами Automatic, Forge и ConfUI, то познакомьтесь с моими курсами по этим веб-интерфейсам на сайте stablediff.ru. Ссылка будет в описании под этим видео, там же есть контакты администратора. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно их задавайте, всех жду на курсе. Теперь давайте продолжать. Если вы не знакомы с Forge, то будет ссылка в описании под этим видео на мою настроенную портабельную сборку, там же есть видео, в котором вы познакомитесь с этим веб-интерфейсом. Чтобы установить мою настроенную портабельную сборку Forge, вам нужно скачать вот такой вот архив, правой клавишей на него нажимаете здесь «Распаковать», распаковываете. После этого вы переходите в папку с распакованным Forge. Здесь вы нажимаете файл update.bat дважды, у вас запускается консоль, обновляется все. И после этого вы можете нажать run.bat, чтобы запустить веб-интерфейс Forge. Вот и все, установка на этом закончена. Теперь по поводу моделей. Какие модели нам понадобятся для работы? Переходим в веб-интерфейс Forge, открываем папку WebUI, открываем папку Models. Вот здесь лежат все наши модели. Находим здесь папку Stable Diffusion, здесь лежат наши чекпоинты. Здесь я создал дополнительные папки, вы их можете не создавать, прямо в корень поместить нужные модели. Я поместил свои модели вот сюда, вот в Stable Diffusion папку, мне так просто удобнее. Нам нужна будет вот такая вот модель Flux Context Dev. Это модель FP16, то есть базовая модель, 23 гигабайта она весит. И есть еще вот такой вот вариант FP8 модели. Если у вас видеопамяти меньше 16 гигабайт, лучше скачать FP8. Она будет работать значительно быстрее, потому что потребление видеопамяти будет намного меньше. Разница между этими моделями есть. Она в мелких деталях, то есть там точность мелких деталей и их четкость.
Как правило, это влияет на фотореалистичные изображения. Если изображение там какое-то рисованное, скорее всего, вы разницы особо не заметите. Переходим в папку «Клип», и здесь нам нужно будет поместить две модели «Клип L» и модель T5. Тут смысл тот же самый, либо FP8, либо FP16. В зависимости от того, сколько у вас видеопамяти. Но, как правило, эти модели, они выгружаются после того, как у вас подсказка уже будет сформирована, но первая генерация, возможно, будет с большим потреблением видеопамяти, и она будет более такая тормозная. Поэтому, смотрите, FP8, в принципе, вполне нормально работает, можно на ней остановиться. Далее выходим обратно и переходим здесь в папку VIA. И сюда нужно будет поместить модели FluxVia BF16 или FP16. Все, теперь мы можем переходить обратно и запускать веб-интерфейс Forge с помощью run.bat. Теперь переходим в Extensions, находим здесь Install from URL. Сюда нужно будет вставить ссылку для того, чтобы установить это расширение для поддержки Flux Context. Поэтому переходим вот сюда, вот на такую страничку. Здесь щелкаем вот сюда вот. И вот сюда вот вставляем вот эту вот ссылку. Ctrl-V нажимаем и нажимаем Install. Дожидаемся, пока это расширение будет установлено. Оно у меня уже просто установлено, поэтому у меня есть ошибка. Вы же нажимаете потом Apply and Restart UI, у вас веб-интерфейс перезагружается. После этого у вас уже это расширение появится на вкладке Text to Image. Вот сюда вот ниже опускаемся, находим Flux Context, открываем его. Выглядит оно очень просто и работает оно также очень просто. Теперь давайте сразу выберем нужные модели и выставим нужные настройки, чтобы потом к этому не возвращаться. Выбираем здесь модель, которую мы только что скопировали. Я выбираю модель Flux Context FP8, вот такую вот модель. Теперь вот здесь нам нужно будет щелкнуть и выбрать модель Flux VIA BF16 или FP16, T5 FP16 или FP8 и Clip L еще модель. Все, с моделями мы все выбрали. Теперь щелкнем вот здесь на Flux, чтобы у нас выставились необходимые настройки под Flux модель, но их нужно будет откорректировать. Вот здесь нужно будет поставить Distillated CFG Scale 2.5. Все, настройки мы все выставили. Дальше нам придется менять только подсказку вот здесь вот. Нам придется менять разрешение. Мы будем его подгонять под референс, по пропорциям. И дальше нам еще придется вставлять свое изображение. Все, больше мы ничего делать не будем. Мы можем начинать. Первое, что мы сделаем, это восстановим старую фотографию. Закидываю сюда вот старую фотографию. Просто ее сюда перемещаю. И теперь поднимаемся выше. Вставляем сюда вот такой вот промпт. Восстанови это изображение до идеального состояния. Теперь нам нужно подобрать разрешение под вот эту вот пропорцию. Выставляем 1024 и нажимаем здесь 3 к 2. У нас получается горизонтальное изображение. Мы переворачиваем его. У нас теперь получается вертикальное изображение. И все, мы можем нажимать Generate и дожидаемся результата. Генерация сейчас запустилась. Можете посмотреть на потребление видеопамяти. Это 16 гигабайт максимум, то, что она потребляет. Если у вас будет видеопамяти меньше, то это все работать тоже будет, просто часть видеопамяти будет переброшена в оперативную память. Если у вас не хватает и оперативной памяти, то в этом случае вам нужно будет увеличить файл подкачки. Ну и в итоге у нас получается вот так вот, несмотря на то, что у нас качество исходного изображения было очень низкое, вот такое вот. Тут у нас узнаваемость вполне нормальная, получается лицо вполне узнаваемое и очень детальное. Если вы будете дальше обрабатывать это изображение с помощью супира, у вас в принципе получится прям настоящее фотокачество. Опять же, одежду и волосы и также фон можно обработать с помощью Flux контекста. Дальше вы сейчас все это увидите. Все вот эти вот промпты я их приложу на Boosty к этому видео. Там будет промпт, его перевод, дальше изображение, что было, что стало, чтобы вам было понятно и чтобы вы могли все это повторить. Теперь удалим водяные знаки с изображения. У нас будет вот такое вот изображение с водяными знаками. Мы отсюда удаляем старое изображение, закидываем новое. И вот вверх поднимаемся. Здесь мы вставляем новый промпт. Он означает удалить с этого изображения только видимые водяные знаки, такие как наложенный текст, логотипы, повторяющиеся узоры. Далее мы здесь должны развернуть это изображение вот так вот в горизонталь, потому что здесь у нас горизонтальные пропорции изображения. И все, нажимаем Generate, смотрим на результат. Итак, результат у нас получился вот такой. Ни одного водяного знака не осталось. Давайте посмотрим еще раз на исходное изображение. Вот такие вот водяные знаки. Даже видите, вот мелкие такие полосочки тоненькие есть были. То есть изображение защищено достаточно неплохо. Но все это легко очень удалилось, буквально прям с первого раза. Я даже не делал никаких перегенераций. 43 секунды это заняло на 40-90. Если у вас карта послабее, конечно же, это будет подольше. Теперь давайте удалим с изображения людей. Мы возьмем вот такую вот фотографию и отсюда удалим всех людей, оставим только зал. Для этого отсюда
удаляем это изображение, помещаем новое изображение, и вот сюда нам нужно будет ставить новую подсказку. Подсказка у нас вот такая вот: удали всех людей. Вот и все. Также пропорции мы еще раз проверяем, они у нас должны быть горизонтальные, все у нас правильно, нажимаем Generate, дожидаемся результата. Итак, результат у нас готов. Вот так вот у нас это все получилось. Давайте посмотрим то, что у нас было. Было вот так вот, в итоге получилось вот так вот. С одного раза, то есть я ничего не перегенерировал, прям с первого раза, 43 секунды у меня заняло. В итоге я получил абсолютно чистое изображение без людей вообще. Давайте теперь сделаем немножко посложнее и возьмем вот такую фотографию, закинем. Здесь у нас есть персонаж и есть у нас на заднем плане какие-то другие люди. Ставим сюда новую подсказку, потому что нас нужно теперь удалить людей только с фона, главного персонажа оставить в сцене. И опять же проверяем у нас вертикальное изображение, соответственно, здесь просто переворачиваем и можем немножко вот так вот подтянуть горизонталь, потому что изображение явно не 4:3. Нажимаем Generate, дожидаемся результата. Все, изображение готово. Смотрим, вот такой вот результат. С фона у нас все люди абсолютно удалились. Исходник у нас был вот такой вот. В принципе, результат вполне нормальный. И даже вот эти вот орлы на воротах, они остались нетронутыми. Все удалилось замечательно. Теперь давайте возьмем какое-нибудь изображение, на котором у нас есть два персонажа, и мы будем удалять какого-то одного конкретного персонажа. Закрываем это изображение, отсюда убираем. Добавляем вот такое вот изображение. И давайте отсюда удалим ослика. Для этого введем сюда вот такую подсказку. В подсказке у нас написано: удали серого ослика из изображения, натурально восстанови фон и детализацию. Теперь давайте посмотрим на ширину. Вот такое вот широкое у нас изображение. Еще раз 1024 нажимаем. Нажимаем здесь 4:3. И все, в принципе, оставляем, нажимаем Generate. И смотрите, если с пропорциями не угадывают, сейчас я не угадал, у нас получилось такое просто увеличенное изображение. Да, ослик удалился, но здесь дальше у нас ничего нету. Поэтому давайте выберем снова 1024 и нажмем 16:9, потому что это у нас пропорция должна быть 16:9. Снова нажимаем Generate, давайте дождемся результата. Смотрите, а сейчас я наоборот переборщил, сделал изображение более широким, здесь оно нарастилось, и вот эти вот нарощенные участки, они такие какие-то немножко размытые здесь получились, я поправил пропорции. Вот здесь можно посмотреть его реальные пропорции, можете прям сюда вставить, потом нажать, например, замок и там сместить до 1 мегапикселя, чтобы у вас было изображение, то есть при перемножении, чтобы было 1 миллион пикселей. Все, нажимаем еще раз Generate и дожидаемся. Смотрите, вот такой вот у нас результат получился. Отсюда ослик удалился, немножко размытое пятно все-таки осталось. Если количество шагов повысить, можно получить немножко покачественный результат, но иногда вот такие вот размытости бывают. Также на разном сиде может быть результат тоже разный. Я вам еще покажу примеры. Вот здесь я удалил меч, например, был с мечом, написал удалить меч, соответственно, он удалил вот таким вот образом меч. И смотрите, вот такой вот еще пример. Можно удалить, например, провода, которые портят вам фотографию. Тоже прописывайте удалить провода, но промпт я вам тоже приложу на Boosty, там будет больше промптов, потому что сюда в видео я все это, конечно же, показать вам сразу не могу. И все, вот так вот провода отсюда удаляются, небольшие косяки там, конечно же, есть, но в фотошопе это уже очень легко поправить, все вот эти провода вычищать руками не нужно. У фотографов наверняка сейчас есть вопрос к разрешению, да, тут все-таки разрешение не такое большое, если разрешение у вас исходное большое. Forge вы так и сделать, наверное, не сможете. Но, опять же, вы можете, конечно, в Photoshop потом проявить этот участок уже с большого изображения вот этого, да, но это не автоматизировано получается. В Conf.ui есть такие возможности, там можно делать автоматические маски, удалять потом по этим маскам объекты определенные, их проявлять и исходник потом вставлять. Там есть такие возможности, это более сложная схема, но здесь в Forge вот только пока так. Теперь мы давайте заменим фон на фотографии на какой-то другой фон, который мы пропишем в промпте. Берем вот такую фотографию. Сюда мы прописываем следующий промпт. Здесь мы пишем, чтобы у нас фон заменился на Римский Колизей, и фотография у нас лаконично вписалась в этот фон. Давайте посмотрим, что у нас по разрешению. Здесь у нас вертикальная фотография, поэтому нажимаем 1024, выбираем здесь 4:3 и выбираем перевернуть. Нажимаем теперь Generate. Смотрите, вот такой вот у нас результат получился. Это исходное изображение на однотонном фоне. Если у вас фон не однотонный, это тоже будет работать. Лицо очень узнаваемое. Освещение здесь поменялось полностью. Фон поменялся на Колизей. Опять же, можно на любую другую локацию менять. И у вас этот персонаж пишется в любую другую локацию. От исходного изображения и освещения зависит результат. Здесь у нас студийная съемка. И здесь мы пытаемся из студийной съемки сделать какое-то уличное фото. Это получается менее естественно, чем если бы мы взяли какое-то реальное уличное фото и из него бы сделали другое уличное фото, но в другой локации. Было бы значительно лучше.
Теперь давайте попробуем виртуальную примерочную. Удалим отсюда это фото и закинем вот такую фотографию. И закинем сюда второй уже референс, с которого мы будем брать одежду. Мы сейчас теперь вот эту вот девушку оденем вот в эту вот куртку. Для этого пропишем здесь вот такую подсказку. Здесь у нас в подсказке написано, что одень женщину в черную куртку с правого изображения. То есть мы будем с правого изображения брать референс. И по этому референсу уже, соответственно, одевать эту девушку. Опять же, проверяем соотношение сторон. Это у нас вертикальная фотография. Нажимаем Generate. Давайте посмотрим, что у нас получится. Смотрите, вот такой вот результат у меня получился. Немножко неестественно это сейчас все выглядит. Вот такое вот исходное изображение было, вот такая вот одежда, и вот так в итоге это все оделось. Еще у меня вот такие вот результаты получились. Это тоже сделано в Forge. А также есть еще вот такой вот результат. Это уже сделано в Conf.ui. Давайте еще раз на всякий случай. Вот такая вот одежда. Я где-нибудь посередине так поставлю. Вот так вот, да, вот для сравнения. То есть это у нас справа в Conf.ui, это у нас в Forge. Это тоже у меня не с первого раза получилось. Там генерации 5 я, наверное, сделал, может быть, даже больше, чтобы более-менее какой-то вот такой-то результат получился в Forge. Почему в Conf.ui получается более точно переносить одежду с помощью Flux Context, чем в Forge? И, кстати, еще это получается более стабильно. Это сделано с первого раза, а это раз с четвертого или с пятого. В Conf.ui мы можем подключить, например, Flux Redux, который будет описывать вот эту вот куртку и создавать специальный кондишнинг, который мы будем уже добавлять к нашему общему кондишнингу. Кондишнинг – это инструкция на основе описания, которая создается с помощью модели клип лингвистической модели. Это уже более детальное, более точное описание в любом случае получается вот этой вот куртки. И мы уже это добавляем потом в промпт, и вот этот промпт уже подаем на генерацию. Здесь же мы написали все очень просто. Черная куртка с меховым воротником. Конечно же, эта куртка, она есть рядом, и модель, она на нее обращает внимание, но в промпте описано все буквально там двумя словами. Если мы берем Redux, то там описано все очень подробно, это все зашифровано уже с помощью модели клип в кондишнинг. Естественно, такая генерация будет намного точнее, поэтому результат получается точнее. Также у меня есть на Boosty схема с переодеванием на основе ACE++ Subject. Там тоже переодевание вполне качественное, хорошее. Но вот это все делается на одной модели, то есть одна модель, которая позволяет делать буквально все посредством подсказки. Теперь мы давайте попробуем, наоборот, извлечь одежду с изображения. Закроем эти изображения отсюда и добавим сюда вот такое вот изображение с девушкой, которая одета в клетчатую рубашку. И сейчас мы вот эту клетчатую рубашку как раз таки будем отсюда извлекать. Переходим в подсказку и вставляем в следующую подсказку «Извлеки одежду» и описываем, какую именно одежду мы будем здесь извлекать. Клетчатую рубашку с красно-белой клеткой, ну и так далее. В общем-то, этот промпт, он будет опять же на Boosty приложен. Нажимаем Generate. Вот такой вот у нас результат получился. Точность этой одежды, конечно же, она будет не идеальная, но будет очень похожа. Вот такая вот одежда у нас была, вот так она извлеклась на белый фон. И вот еще пример, я здесь пытался извлечь отсюда джинсы. Да, они тоже не в точности, но опять же мы можем подсказкой немножко там подсказать, чтобы они были там посветлее, посерее там или потоньше, скажем, ноги немножко были. Теперь давайте раскрасим рисунок. Закрываем эту фотографию, все, закидываем вот такое вот изображение. Это черно-белый какой-то рисунок. Переходим опять же в подсказку. Сюда вставляем новую подсказку. Смотрите, пропорции здесь примерно 1 к 1, но немножко у нас все-таки высота поменьше. Поэтому высоту давайте немножко так сместим и нажимаем Generate. В итоге у нас получается вот такое вот изображение. То есть было черно-белое, стало цветное. В подсказке мы можем, конечно же, писать, какие именно цвета мы хотим, что у нас каким цветом должно быть, там синее небо или хмурое, какие одежды там каким цветом. Это все прописывается в подсказке. Это тоже будет у нас работать. Теперь давайте колоризируем фотографию. Закрываем это изображение, закидываем настоящую фотографию вот такую вот и меняем подсказку на вот такую вот, колоризирую эту фотографию. Далее смотрим опять же на пропорции. Здесь у нас примерно вот такие пропорции есть. Нажимаем Generate. Вот такая у нас фотография получилась. Колоризация достаточно естественная получилась. Сами контуры вообще никак не изменились. Персонаж никак не изменился. То есть фотография осталась такой же, как и была. По качеству тоже достаточно хорошая. Теперь давайте немножко стилизуем фотографию под стиль Cinematic. То есть придадим такой кинематографичности этой фотографии. Возьмем вот такое вот изображение. Закидываем опять же вот сюда вот. И сюда вот в подсказку мы теперь напишем вот такой вот. Преобразуй стиль, фотография.
в легкий кинематографический стиль и сохрани этого персонажа, который там изображен. Пропорции опять же проверяем, чтобы у нас примерно это все было. Вот так вот нажимаем Generate и посмотрим, что у нас получится. В итоге вот такой вот результат у нас получился. Напоминаю, вот такой вот исходник у нас был. Лицо осталось узнаваемое, и детализация, в принципе, тоже особо не пропала. А вот стилизация действительно изменилась, и такой вот какой-то оттенок кинематографичности он сюда добавился. Давайте теперь возьмем изображение и состарим его, превратим в какую-то такую старую фотографию. Вот такое вот изображение берем. Сюда добавляем вот такую вот подсказку. Все эти подсказки, напоминаю, они будут на бусте приложены. Не обязательно их с экрана списывать, но можете писать, конечно же, и с экрана. И теперь мы, опять же, убеждаемся, что пропорции изображения такие же. Давайте оставим 1:1, нажмем Generate, посмотрим, что у нас получится. В итоге получается вот такое вот подобие какой-то старой фотографии из обычного изображения, которое тоже было, кстати, сгенерировано на модели HiDream. То есть вот такой вот результат, вот эти вот царапинки, по углам такие потертости. Да, может быть не совсем идеально, но можно попробовать это все еще немножко там проапскейлить, как-то еще доработать. В общем-то, тем не менее, стилизация буквально за счет одного промпта. Теперь давайте попробуем превратить фотографию в аниме. Берем вот такую вот фотографию в аниме-стиль. Давайте попробуем вот здесь прописать вот такой вот промпт. Сделай из фотографии аниме-стиль и сохрани похожесть персонажа. Нажимаем Generate, давайте посмотрим, что у нас получится. Смотрите, вот такой вот у нас результат получился. Вот такая вот картинка в итоге получилась из вот такой вот фотографии. Одежда, волосы, сама композиция, фон перенеслись достаточно точно. Лицо, конечно же, оно очень сильно изменено, просто до неузнаваемости, но общая концепция изображения здесь сохранена. В аниме, конечно же, реального человека перенести очень сложно, будет там что-то, наверное, похоже, но не в точности. Теперь давайте преобразуем фотографию в детский рисунок. Возьмем вот такую фотографию, закинем ее вот в рабочее пространство и также закинем вот такое вот увеличенное лицо, чтобы немножко повысить, скажем, похожесть этого лица. Это я сам вот попробовал так сделать, мне кажется, немножко более похоже получается, но тем не менее, конечно же, изменения там опять же существенные. Лицо сохранить очень сложно. Пишем подсказку, естественно, другую. Здесь у нас другой стиль прописан. Есть еще дополнительно прописываю возраст, чтобы у нас не получился совсем ребенок, потому что здесь у нас стиль называется детский рисунок, и, соответственно, может получиться вообще какой-то ребенок абсолютно неузнаваемый. В общем, вот такой вот промпт, опять же, пропорции смотрим, сверяем, 1024 к 4 к 3, разворачиваем и нажимаем Generate. Смотрите, вот такой вот результат у нас в итоге получился. Основные контуры все практически полностью перенесены. Одежда, вот это вот застежки, здесь у нас сережки, само положение тела, волосы, прическа там, все это перенесено. Но с лицом, конечно же, здесь есть изменения, особенно глаза, нос, губы, то есть все это поменялось. И в точности это прямо вот так не переносится. Причем обратите внимание, если мы будем добавлять сюда второй референс, то генерация происходит значительно дольше. Поэтому если нет какой-то необходимости, второй референс сюда не добавляйте. Теперь давайте я вам покажу, как можно заменить объект в сцене. Закидываем сюда вот такое вот изображение. Здесь у нас девушка с акустической гитарой. Давайте заменим эту гитару на электрическую. Переходим в подсказку, и в подсказке мы здесь пишем «Замени гитару на электрогитару». Ставим 1024 на 1024, нажимаем Generate. Вот такой вот у нас результат получился. У нас была акустическая гитара, она заменилась на электрогитару. Остальное изображение осталось нетронутым. Теперь давайте перенесем персонажа в другую сцену. Возьмем вот такую сцену с драконом, сидящим на троне. И сюда мы перенесем вот этого вот персонажа, девушку, рыцаря. Сюда вставляем вот такой вот промпт «Замени дракона женщиной-воином». И также сохраняем пропорции 1024 на 1024, нажимаем Generate. Вместо дракона у нас теперь сидит женщина-воин. Давайте добавим сюда в подсказку следующее, чтобы у нее на коленях лежал еще меч. Я оставляю вот эту вот часть такую же, а сюда добавляю, чтобы на коленях лежал еще меч. Нажимаем опять Generate. В итоге мы получаем вот такое вот изображение. Женщина-воин, сидящая на троне. Вот такие вот у нас были референсы, исходное изображение, в котором мы вписывали вот этот вот референс. Юбка красная почему-то не перенеслась, но в остальном все вроде бы очень даже похоже. Ну и также не могу не упомянуть еще один интересный момент, то что Flux Context работает еще и с текстом. Мы можем менять текстное изображение, сохраняя полностью стиль, но, к сожалению, с кириллицей он не работает, только с латиницей.
Давайте попробуем на книге вот такой вот заменить текст. Здесь у меня написано Black Magic of Networks. И давайте Black заменим на Dark. Давайте вот здесь пропишем вот такую подсказку. Замени слово Black на Dark. Оставим разрешение примерно такое же. Здесь у нас, наверное, 4:3 и вертикальное. И нажимаем Generate. Вот такой вот у нас результат получается. Black на Dark у нас заменился. Само изображение остальное осталось нетронутым. Оно полностью такое же, идентичное. И таким образом вы можете менять какие-то элементы в тексте на другое слово там и сохраняя полностью стилистику этого текста. Это очень удобно. Также можно удалять какие-то слова. Вы могли бы, например, написать «удали слово network» или «by». И это слово бы тоже было удалено. Если вам нужно было бы удалить первое слово by, так и пишите «удалить первое слово by». Также в промпте вы можете конкретизировать свой запрос по позиции в сцене. Левый нижний угол, правый верхний угол, она это все понимает. И также еще по цвету. Желтый объект или красный объект или зеленый объект, она их тоже должна, по идее, отличать. Друзья, вот такая вот прорывная, интересная модель Flux Context, которая позволяет делать вот эти вот все действия, которые я вам только что показал, буквально написанием одной подсказки. А раньше для этого приходилось писать какие-то workflow или делать какую-то последовательность действий в автоматике и в Forge. Если бы я вам все вот эти примеры показывал по старинке, то мне пришлось бы для вас записать, наверное, целый курс. А я ограничился буквально вот там получасовым роликом. На этом, друзья, спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вам это видео понравилось. Также заходите на Boosty, там много других интересных видео, которые наверняка вам будут тоже полезны. Заходите в телеграм-канал, я там выкладываю тоже интересные новости, которые выходят. И заходите в телеграм-чат, там большой комьюнити для общения. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.